Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня я уже включила всякие тут лампочки и взяла раскраску «Миллион новогодних котов» Джона Бигвуда. Эту раскраску мне подарили Марина и Юля. Привет и огромное спасибо. Ну и уже выбрала, в принципе, иллюстрацию. Я, хоть и не люблю развороты, выбрала себе вот такой разворот. Ну, конечно, я оставляю себе возможность раскрасить только половинку, а остальное в следующем месяце. Но с другой стороны, вроде здесь не настолько как-то по объему много всего, чтобы, наверное, не раскрасить за месяц. Я буду раскрашивать, ну, фон у меня будет сухая пастель, мятная. А эти котики, но здесь же даже не только котики, да, здесь же птички и котик. Тут еще шапка в виде птички. Вообще я хотела пока пораскрашивать вот этими брутфунерами пастельными. Ну, может быть, так и сделаю, хотя, конечно, котика, наверное, будет прикольно раскрасить. Да, котика я все-таки, знаете, возьму полихромос терракотовый. Где тут он у меня? И, наверное, не только терракотовый. Может быть, я еще возьму оранжевый, желтый. Вот. А все остальное у меня будет в пастельных тонах. Ну, вот какая-то такая у меня идея. И еще я хочу взять карандаш Cretacolor. Давно я им не пользовалась. Вот я его вот такой вот. Это Сангина. Пока я еще ничего не нанесла, никаких других цветов. Я хочу вот здесь вот пройтись в наиболее таких темных местах, просто по карандашу. Это уже по другим карандашам это, так сказать, не работает. И потом просто, чтобы цвет растянуть. Это прикольно, но я не всегда так делаю, потому что забываю, начинаю раскрашивать. И уже потом только в процессе вспоминаю, а уже поздно. Так, ну что, приступим. Как интересно-то. Что-то я маловато нанесла, пожалела прям, надо побольше. Прям так от души, чтобы хорошо разносилось. Ну, я думаю, что пусть котик будет таким ярким пятном. Тем более, что флажки, ну, флажки я не хочу делать, я хочу сделать пастельные, но все равно такие какие-то многоцветные. Вот, и сейчас возьму растушевку для начала, потому что я что-то вижу, полихромос не сильно хочет растягивать цвет. Странно. Но я пока еще не запомнила, с какими карандашами Cretacolor дружит, с какими нет. Но я редко просто так делаю. Сегодня вот захотелось, вспомнила. А здесь прям
А сильно растянулся цвет. А, вот лапа. Я сначала думаю, господи, где лапа-то? Так, ну, ладно, приступим дальше к раскрашиванию. Вот поверх Крета Color нормально полихромос, а в обратном порядке нет. Очень вот этот вот терракотовый, прям такой классный. Я помню, когда брала эти карандаши поштучно для ознакомления, вот мне прям очень цвет приглянулся, думаю, возьму. Так, здесь немножко. Желтым, может быть, я даже и пользоваться еще не буду здесь. Но на всякий случай в пару я подготовила. В принципе, вот этот оранжевый, он довольно яркий. У меня даже была мысль, что взять акварельные Vista Artista сперва. Но нет. Хотя с обратной этой стороны. Нет, можно было так сделать. Потому что бумага здесь такая тоненькая. Хотя я много каких материалов здесь использовала. В принципе, никаких проблем. Но без блендера, наверное, тут не обойтись. Вообще, большие пространства, если речь идет о зверюшках, то, как вы знаете, я использую масляную пастель. Мне так проще, потому что шерстку я прорисовывать не умею. И пастель, она масляная, как раз-таки выручает. Ну или же вот размытие акварельных карандашей. Но это уже будет совсем как бы такой другой стиль, скажем так. Но тоже имеет место быть. Ну ладно. Пусть тут будет карандаш. Я не знаю, почему он пошел прям такими какими-то полосами карандаш. Он же обычно нормально ложится. Поэтому я и сказала, что без блендера тут никак. Надо все это будет как-то сгладить. Да, желтенького я вот тут чуть-чуть добавлю. И здесь. Ой. Ладно, ластик в помощь. Да, наверное, все-таки надо будет сделать разворот полный. И все. По крайней мере, новогодние раскраски, их пару раз в год раскрашиваешь. И, конечно, хорошо, если удается их вот так вот продвигать.
Ну вот. Ага, у нас же еще лапки передние. Мордашка. Угу. Тоже немножечко так растушую. А за растушевку спасибо Ульяне. И привет. Раскраска, конечно, милейшая такая. Вот так. И оранжевый. Вот, казалось бы, карандаши из одной серии, и у них абсолютно разное нанесение. Так. Не собиралась больше ничего заказывать, но, возможно, будут еще несколько покупочек. Так, по случаю. Но пока я обдумываю. Я просто выбирала себе раскраску, посмотрела на одну, уже дернулась, что буду заказывать, а потом посмотрела, что самое крутое, что там, это обложка. А наполнение уже и наполовину автор раскрасил, и там информация про авторов, там еще про кого-то. В общем, да, это частая сейчас ситуация, либо такая тема, либо когда наполовину раскраска, наполовину скетчбук, тоже очень, конечно, странная тема. Хотя я понимаю, что многие девочки, мальчики не только раскрашивают, но и сами рисуют. И, наверное, кто-то встанет на защиту издателей, да, в этом случае. Но, знаете, вот когда, например, выходит какая-нибудь раскраска, да, там есть же такие иностранные, где, скажем, тут маленькая картинка с примером, а тут как бы полноценно ты раскрашиваешь. Это одно дело. Вот. И совсем другое дело, когда там половину как бы разворота, половину уже раскрасили. Это вот у меня, я когда-то покупала такую раскраску «Путеводитель по Санкт-Петербургу». Ну, просто меня прикалывала вот эта тема, что вроде как с Питером раскраски. И там тоже вот, ладно, когда фон, это прикольно сделано. А вот когда там уже даны примеры на самом здании, и, ну, невозможно. Печать есть печать, и практически нереально подобрать цвет и уже как-то это перекрыть. И в итоге у меня эти раскраски просто стоят. Потому что я понимаю, что это будет все не так. То есть просто в коллекции. Это очень обидно. Поэтому я уже такое передумала брать. Вот. Ну а то, что наполовину скетчбук, это тоже такое себе. То есть получается, что надо было наполнить чем-то раскраску, вот ее и наполнили. Поэтому у меня сейчас, я когда вот, знаете, вижу новинку, сначала думаешь, о, надо купить, классная тема, и вроде иллюстрация, потом смотришь,
только половина раскраски. Причем там смотришь, допустим, раскраска толстенькая, ну, допустим, ценник 500 рублей. А учитывая, что у меня еще везде бонусы там есть, да, я думаю, ну, классная тема, сейчас куплю. Ага. А там пол раскраски пустые листы. Или вот так вот, например. И поэтому хотела как бы все меньше, меньше и меньше. Получается. Миленький котик. Лапки. А, еще же ушки. Да? Ну да. Логично, что у котика есть ушки. Я сегодня что-то очень задумчивое, потому что я предыдущий влог снимала очень долго, полночи, в 5 утра спать легла. И самое главное, я легла, и я не помню, как я вырубилась. В общем-то, моментально, наверное, и проснулась в час дня. Вот пока позавтракала. Села снимать. Понимаю, что уже сегодня никуда не пойду. Думала сейчас птичек какого цвета делать. И я думаю, что я все-таки сделаю какими-нибудь такими, ну, голубого цвета, наверное. Это будет классно. Сейчас выберу. Вот этот вот цвет. Ну, а там уже дополню чем-нибудь поярче. Хотя нет. Наверное, надо сразу начинать с более яркого цвета. Какой бы сделать? Я еще что-то не привыкну к цветовой палитре. Надо воспользоваться выкраской. 6. И вот этот вот. Ой, вот этот вот я возьму. Это даже, это даже будет лучше. Сейчас попробую на шапочке. Ну, просто очень красивый оттенок. Он прям супер необычный. Красота вообще. Ну, я просто именно что фанатею по редким оттенкам. То есть, если бы можно было брать поштучно эти карандаши, я бы просто набрала бы редких оттенков. Для меня вообще это вот, ну, идеальный вариант покупки карандашей, потому что, ну, тогда все используются. То, что вот у меня вот здесь, вот, вы знаете, в моей икеевской коробочке, да, то, что тут поштучно набрано, ну, или из каких-то наборов, ну, в общем, это то, что я использую прям на постоянку. Вот. Ну, потому что это, да, подобрано, целенаправленно. А так в наборах очень много карандашей, которые просто, ну, не используются никогда. Да, я посмотрела, как многие писали, названия цветов с ошибками указаны. Ну, понятное дело, почему так происходит.
Ну, сначала я, когда коробку открыла, ну, название как-то не придала значения, а потом уже поняла, что да. Вспомнила, что и другие писали про это. Ну, вот они вполне, переходы получаются такие плавненькие. Нежнейший цвет тоже прям актуально. Ну, я поштучно тоже брала всякие такие голубые оттенки. Очень люблю, когда такая нежнятина. Это надо, вот как мы меняемся. То есть когда-то я прям не любила все эти пастельные цвета, а сейчас наоборот. Это моя настолько слабость. А вот эту часть шапочки я пока не знаю. Это же шапочка получается тоже. Но мне кажется... Не, ну хотя она, наверное... Вот как это расценивать? Как другую шапку или как часть этой шапки? И что хотели сказать этим? И может быть, я вот даже думаю, также немножко взять вот темный цвет и потом светлый, или даже наоборот, чтобы было больше темного в данном случае. Ну, попробуем. Ладно. В конце-то концов, это всего лишь раскраска. Вот, и я думаю, что, может быть, сделать темного цвета больше здесь. Что-то я себя ловлю прям на мысли, что я хочу сейчас пойти погулять. Ну, к слову, уже пока я соберусь, это все бесполезно. Сегодня тоже не получится. Ладно, сосредоточусь я сегодня на съемках влогов на декабрь и на всяких домашних делах, что тоже полезно. Потом больше будет свободного времени на прогулки и на какие-то другие занятия. Так, ну ладно, добавляю светлый. Клювик сделаю потом. Посмотрю, каким цветом будет лучше. В целом нормально, но нужно несколько слоев здесь сделать. И глаза я сделаю, потом закрашу. Уже буду тоже смотреть на общем фоне, каким цветом лучше. Ну вот. Получается прям классно. Ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.
жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. А я благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, такого праздничного настроя. И до скорой встречи. Всем пока-пока.